Неужто не признал? Валера я. Новиков Валерий Степанович. Не помнишь такого? Ну да. Куда тебе всех нас упомнить? Даже у тебя, наверное, много тысяч было. А вот я тебя сразу узнал. Ты и не изменился почти. Все такой же молодой и дерзкий, как тогда в 98-м. Ты тогда ко мне реально вовремя зашел. Я в том кризисе потерялся, вообще не знал, что делать. С работы меня выгнали, жена ушла, водка кончилась, холодильник пустой. А тут еще и телевизор сломался. И вот я, значит, такой сижу, а тут звонок в дверь. Здравствуйте. А знаете ли вы, чего хочет Бог? Бог хочет, чтобы ты свалил отсюда, на. Мужик, а ты в натуре идиот. Я тебе сейчас в лоб дам. И дал? То есть выписал конкретно. Я кое-как очухался, а ты уже на моем диване сидишь. Значит так, мужик. С тебя 100 за наезд, еще 100 за науку, и еще 100 вот за эту мудрую книжку, которую ты сегодня прочтешь, а завтра будешь мне экзамен сдавать. Выгреб всю мою заначку и свалил. И остался я совсем на полных голяках. Зато с ценной книжкой. На английском, языке. Ни одного русского слова. Ну и как мне ее прочесть? Хорошо, хоть в той книжке карточка с каким-то телефоном нашлась. Я думаю, дай позвоню. Может, там растолкуют, про что книжка-то. Здравствуйте, Валерий Степанович. Вы хотите узнать, чего хочет Бог? Я аж подпрыгнул. Вот это нифига себе. Откуда же ты знаешь, как меня зовут? А она мне... Ваше имя Только что у меня на дисплее появилось. А дальше идет описание вашей миссии. Бог хочет, чтобы 4 октября этого года в 15:15 вы пришли к бывшему обкому партии, сели на ступеньку и просидели там до 16:30. После этого ваша жизненная миссия будет выполнена. Вы получите пожизненное пособие и будете отдыхать, пока Господь не призовет вас к себе. И, короче говоря, 4 октября в 15:15 пришел я к бывшему обкому и сел на ступеньку. Через 15 минут подходит ко мне мент и спрашивает: Мужик, а нафига ты тут сидишь? потому что этого хочет Бог. И кто тебе такое сказал? Его секретарша по телефону лично мне сказала. Мужик, шел бы ты отсюда на. А то ведь я дуровозку вызову. Я отвечаю: вызывай, и дальше сижу. И думаю, все равно до 16:30 приехать не успеет. Но ровно в 16:25 подъехала дуровозка, упаковали меня и увезли в дурдом. А на дурдоме психиатр спрашивает. Ну, понятно, что он спрашивает и с каким расчетом. Но я к этой встрече заранее подготовился. Книжку твою с собой взял. Вот она, говорю ему. Офигительно умная книжка, все вопросы к ней. Но он туда позвонил. Потом что-то долго слушал и записывал. А потом и говорит: Ну, это или очень крутые жулики, или и в самом деле Бог проснулся. Но в любом случае делать тебе у нас нечего. Иди домой. И вот прихожу я домой, а там жена вернулась. И водки принесла, и телевизор починила. И говорит: давай мириться. Ну, мы выпили, покурили и начали мириться. Миримся мы, значит, миримся. А тут вдруг звонок. Телефон звонит. А это мой бывший начальник звонит. Валер, не гони. Возвращайся на завод, без тебя как без рук. А я-то сразу все понял. На прежнюю зарплату не пойду. И отключаю телефон, чтобы не мешал с женой мириться. На другой день только телефон включил, а там сразу начальник. Ладно, пересмотрели мы твою зарплату. В сторону увеличения. Ну, я поторговался немного и согласился. И вернулся на завод работать. Я там слесарем-наладчиком работал.
Прихожу, а там как раз новое оборудование поставили с числовым программным управлением. Ну, поставили, все пашет, как швейцарские часики. Один раз настроите, потом максимум раз в год техосмотр. Вот и вся работа. И так до самой пенсии. И зарплата, как у директора, и соцпакеты, страховка, и все дела. В общем, через 5 лет мы уже дом построили, машину купили, детей нарожали. Ну, короче говоря, жизнь наладилась. А книжку твою, ты уже извини, я на ксероксе распечатал. И раздавал ее всем подряд, и все по этому телефону звонили. И все сделали, чего хочет Бог. И у всех в нашем городе жизнь наладилась. У всех реально. И все это благодаря тебе, дорогой ты мой человек. Не знаю теперь, как тебя и благодарить. Слушай, Сережа, или как там тебя? Ты в натуре идиот, безнадежный и неизлечимый. Говорили тебе в школе, что Бога нет? Правильно говорили, нет никакого Бога. И ничего он хотеть не может, потому что нет его. Понял? Программу «Чего хочет Бог» мы купили в США. Адаптировали тексты под Россию. Загрузили в нее телефонную базу вашего сраного городишки и 3 года подымали бабос на платных звонках. Задания, которые вам выдавала программа, выбирались случайным образом, чисто от фонаря, понимаешь? И Бог там никаким концом вообще не участвовал. Это все голая кибернетика. Нолики, единички и никакого Бога. Вот ты где, благодетель ты мой. А я тут посидел, подумал, и знаешь что? Ну и хрен с ним, что Бога нет. Кибернетика, все дела, какая разница? Главное ведь, что программа-то работает. И мне она реально помогла. И многим людям помогла. Правильно, значит, программа-то правильная. И я от лица всего нашего народа хочу выразить тебе, извини, не знаю, как тебя зовут, офигительную благодарность и уважение. Будешь в наших краях? Заходи в гости, дорогой ты мой человек. Слышь, а ты сам-то, небось, по этому телефону тоже звонил? Ну и что тебе Бог сказал, если не секрет? Походу не звонил. И не позвонит. Эх.